Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных безейных тортов. Это торт Сникерс с прослойкой безе. Торт без преувеличения, получается нереально просто вкусным. Нравится он миллионам, проверено уже годами. Итак, сначала приготовим бисквит. Я сейчас разделяю 4 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, на белки и желтки. Желтки я буду использовать как дополнение к яйцам в бисквите, а белки для безе. 330 грамм муки, 15 грамм, в моем случае один пакетик разрыхлителя и 60 грамм какао-порошка. Все это я просто перемешиваю и отставляю в сторону. 5 яиц среднего размера, к ним же добавляю 4 желтка, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до состояния такой пивной пены. И сейчас порциями я туда ввожу 270 грамм сахара. Бисквит этот очень неприхотливый. Он очень быстро выпекается, прекрасно держит, идеально просто держит форму. Он подходит для очень разноплановых тортов. Взбивал эту массу примерно около 5 минут сейчас, после введения сахара. Вот такая пышная побелевшая масса у меня получилась. Добавляю туда 150 грамм растопленного сливочного масла и 150 миллилитров молока комнатной обязательной температуры. Все просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю теперь. Просеиваю сейчас туда всю сухую смесь. Смесь я также просеиваю полностью. Ничего здесь лопаткой я вмешивать не буду. Как я уже сказала, бисквит неприхотливый, очень хорошо поднимается, выпекается и прекрасно держит свою форму. Все это просто перемешиваю опять же миксером. Обязательно с боков, со стеночек посуды собираю все просто лопаткой, чтобы у меня были полностью равномерные потом коржи, без всяких примесей. И выливаю сейчас в форму. Форма здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Полностью для удобства застелила ее бумагой для выпечки. Вы же можете также выпекать в круглой форме 24 сантиметра в диаметре. При температуре 175 градусов Цельсия бисквит у меня выпекался около 50 минут. Смотрите, все по вашей духовке, 45-50 минут на среднем уровне без конвекции. Шпажка выходит сухая и чистая из него. И теперь я приготовлю все ингредиенты для меренги. 130 грамм белка, у меня то есть белки от 4 яиц среднего размера. 8 грамм ванильного сахара. И сахара у меня должно, уже включая ванильный сахар, ровно в 2 раза больше быть. То есть 260 грамм сахара. По правилам швейцарской меренги, которую мы сейчас и готовим. Все это просто перемешиваю. Иду сейчас на плиту, на паровой бане, чтобы дно миски ни в коем случае не касалось кипятка, кипящей воды. Все это сейчас нагреваю до той степени, просто чтобы разошелся сахар. Ничего не кипячу, примерно 1,5 минуты я здесь буду растворять сахар. И снимаю сразу с огня. И сразу беру в работу меренгу. Очень аккуратно переливаю сейчас в ту посуду, где я буду взбивать белковую массу. Она должна быть полностью обезжирена. И чтобы ни капли жидкости, которая на дне миски у нас осталась, не попала в эту массу. Взбиваю примерно около 5 минут всю белковую смесь сейчас. На 4-й минуте взбивания я добавила туда 1 щепотку лимонной кислоты, совсем небольшую. Либо же можно добавить вместо лимонной кислоты 1 чайную ложку лимонного сока. Меренга будет еще более плотной с этим. Спустя 5 минут взбивания вот такая красивая, пышная меренговая масса у нас в итоге должна получиться. Пики подрагивающие, это нормально, потому что это у нас не белковый заварной крем, не итальянская меренга, а именно швейцарская меренга, здесь мы ее приготовили. Это нормально для нее вполне. Перекладываю сейчас всю эту массу в кондитерский мешок. Насадка здесь кондитерская у меня 1М, размер противня 42 на 32 сантиметра. Отсаживаю сейчас безе вот такими палочками. Таким образом безе будет сушиться гораздо быстрее и качественнее. Палочки все просушиваются идеально.
Здесь не нужно долго его сушить, по 5, по 6 часов некоторые сушат. Мне достаточно в моей духовке будет его просушить 2-3 часа. Все это будет зависеть от вашей духовки. Смотрите, именно почему я говорю 2-3 часа, потому что количество безе каждый раз разное. Убираю сейчас выпекаться. Примерно 2,5 часа в моей духовке достаточно, уже чтобы получилось такое идеально хрустящее белоснежное безе. При температуре 85 градусов Цельсия на среднем уровне, без конвекции я сушу его. Идеально сухое белоснежное безе получается. Безе можно приготовить заранее и хранить его в герметичном контейнере не менее 2 недель. 500 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 3-4 минуты до пышности и до побеления. Масло здесь я использую 82% жирности. 2 банки вареной сгущенки по 397 грамм. Вы также можете 380 грамм банку брать. Это здесь не столь критично. По 2 столовые ложки сгущенки я добавляю туда и прорабатываю вот так быстренько миксером. Очень важно, чтобы этот крем полностью объединился и стал именно устойчивым. Если крем будет мягким и жидким, безе размокнет и размокнут орехи впоследствии. Есть подробное видео на моем канале по взбиванию этого крема. Ссылку на то видео я вам, конечно же, оставлю в описании. Многие взбивают этот крем не до устойчивости, совершая тем самую грубейшую ошибку. Сейчас пойдут такие характерные пустоты в массе. Крем становится все светлее и светлее, и он должен стать именно устойчивым. Это залог правильного взбивания этого крема. Крем должен посветлеть и стать глянцевым. И вареная сгущенка должна быть здесь обязательно именно комнатной температуры, ни в коем случае не холодная. Сейчас всю кремовую массу я делю на 2 равные части и буду использовать ее в начинке. Бисквит у меня полностью остыл уже до комнатной температуры, я могу уже с ним работать. Видео по торту Сникерс с прослойкой безе именно для тортоделов, высокий торт, есть на моем канале. Очень многие постоянно просят приготовить небольшой тортик для домашнего чаепития и с другим бисквитом, что я и делаю по многочисленным просьбам в данном видео. То есть бисквит я здесь пеку на сливочном масле, как меня просили именно к сникерсу. Пожалуйста, смотрите, вы можете пройти по ссылке на тот сникерс, я вам, конечно же, оставлю ссылочку в описании под данным видео. То видео именно для тортоделов, либо же кто хочет сделать домашний торт на день рождения, на какой-то праздник, но высокий. Здесь я показываю торт для чаепития. Также его можно украсить и в качестве прямоугольного торта. Также в качестве торта книга, все, что вам нравится. Пропитываю просто обычной охлажденной кипяченой водой, потому что торт очень сладкий, так же как и сам батончик Сникерс. Вы можете не пропитывать. Здесь показываю именно для тех, кто любит очень влажные бисквиты. Безе от этого не размокнет, потому что у нас будет хороший слой крема, который будет изолировать безе и орехи. Использую здесь покупные орехи. Меня часто девочки из Германии спрашивают, какие орехи я использую. Вот такие из эдыки я использую орехи. Самый, на мой взгляд, качественный арахис. Хотя арахис это и не орехи, но называем по обыкновению его орехом тоже. Использую на весь торт 200 грамм подсоленного обжаренного арахиса. Разравниваю сейчас полностью одну из частей крема на поверхности, чтобы полностью была изолирована поверхность от последующего коржа. И проделываю сейчас то же самое. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, за сколько по времени заранее можно собрать этот торт. Если вы будете за сутки заранее собирать, с ним ничего не случится. Но если 2 суток, безе тоже останется хрустящим. Здесь смотрите тогда на качество орехов. Орехи могут размокнуть, но не безе. Но чтобы все идеально хрустело у вас, советую заранее в ночь собрать и на следующий день уже кушать. Вот это идеальный вариант. Безе здесь хватает вот на эту порцию торта. И у вас еще немножко останется для декора. Я потом покажу это, как я это делаю. То есть торт рассчитанный минимум на 20 порций. Это нужно учитывать. Такого тортика много не съешь, поэтому порции не очень большие здесь нужно делать. Убираю сейчас минимум на 3-4 часа в холодильник. 100 грамм растопленного молочного шоколада, можете горький брать, все по вашему вкусу. И добавляю туда также
1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сейчас уже на охлажденный торт я выливаю всю шоколадную глазурь. Глазурь я переложила для удобства в кондитерский мешок. Она очень еще у меня теплая, поэтому она вот так быстро стекает. Если вы ей дадите немножко приостыть, она, конечно, не будет так быстро литься, но мне нужно было побыстрее. Покрываю весь верх, разравниваю. Вам советую, если вы захотите глазурью вот так покрыть с подтеками, тоже сделать таким же образом именно из мешка. Безе, которое у меня осталось, я его сейчас измельчаю прямо в руках и можно уже разрезать. Торт хрустящий получается. Внутри разрезается, естественно, как хрустящий торт любой, безейный. Этот торт идеально передает вкус батончика Сникерс, потому что безе напоминает нугу по вкусу. Очень советую приготовить. Торт действительно получается незабываемо вкусным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.